Первые лучи восходящего солнца вырвали из сумерек раннего сентябрьского утра серую колонну на мосту. Немецкие солдаты переправлялись через Днепр. Последние несколько дней пехота, машины и повозки шли с востока на запад непрерывным потоком и днем, и ночью. Где-то недалеко гремел бой, и солдаты тревожно поглядывали друг на друга. Вдруг в утреннем тумане послышался звук, заставивший дрогнуть массу в шинелях. Шаг перешел в бег, строй колонн сломался. Приближаясь, нарастал хорошо знакомый рев двигателя и лязг гусениц танков Т-34. На полном ходу танки подошли к переправе, и один даже ворвался на мост. Но в ту же секунду раздался оглушительный грохот. Взорванные 3 пролета Каневского моста обрушились в реку. Вместе с ними рухнули и последние надежды советского командования на захват переправы, по которой на другой берег нужно было срочно перебросить 30-тонные машины. Советская пехота уже захватила плацдармы на правом берегу, но прорвать оборону немцев без поддержки танков ей было не под силу. После проигрыша немецких армий на Курской дуге фронт безостановочно покатился на запад. 24 августа 1943 года по всему фронту в 1400 километров от Смоленска до Азовского моря советские дивизии пришли в движение. 2 650 000 человек, 51 тысяча орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. В наступлении были задействованы войска нескольких фронтов: Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного, в октябре 1943 года переименованные в Первый Белорусский, а также Первый, Второй, Третий и Четвертый Украинские фронты. Германское командование, пытаясь обескровить и остановить Красную армию, сделало ставку на Днепр. Реке предстояло стать естественным гигантским оборонительным рубежом перед неприступной крепостью. Ускоренными темпами после приказа Гитлера от 11 августа возводились грандиозные по протяженности стратегические оборонительные укрепления, названные «Восточный вал». Он проходил по Керченскому полуострову, реке Молочной, Днепру в его среднем течении, реке Сош до Гомеля, восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова и севернее Чудского озера по реке Нарве. В период оккупации из Украины в Германию эшелонами отправлялись скот и продовольствие, зерно, транспортные средства и станки. Вывозился даже плодородный чернозем. Украина с развитой металлургией была кладезем полезных ископаемых, бесценных для военной промышленности. В Кривом Роге добывали железную руду, на Донбассе – уголь, в Никополе – марганец, в Запорожье выплавляли чугун и сталь. На Германию шли и вагоны с молодежью Украины, которым предстояло стать остарбайтерами, бесплатной рабочей силой. Танки Красной армии рвались к Днепру. Чтобы хоть как-то замедлить их продвижение, командующий группой армий Юг Манштейн приказал оставлять за собой выжженную землю. То, что нельзя было вывести, уничтожалось. Взрывали, сжигали, разоряли. Там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти, мила, скажи в отвіт, дивись, яка чудова ніч, весна
красу несе, а в тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. На реках Псел, Сула, Удай, Сырая и Гнилая Оржица отступающие германские войска не оставили ни одного моста. Осенью 43-го разрушенные железные дороги вынуждали советские войска гонять грузовики, подвозившие топливо и боеприпасы, за сотни километров. Отставали обозы, тяжелая артиллерия, понтонные парки. Одними из первых вышли к Днепру севернее Киева, в районе города Лютеж, танкисты 5-го гвардейского Сталинградского корпуса Андрея Кравченко. Кравченко Андрей Григорьевич, генерал-полковник. Танки его бригады прошли по Красной площади на параде 7 ноября 41-го, а через месяц уже освобождали Солнечногорск. С августа 42-го до февраля 43-го под Сталинградом успешно командовал корпусом, после чего тому присвоили наименование Гвардейского Сталинградского. Участник сражения под Прохоровкой. Богатырское телосложение доставляло генералу неудобства в танке. Находясь на месте командира, за ним просто не закрывался люк башни. Отличался личной храбростью и организаторскими способностями. Танкистов 5-го гвардейского корпуса не смогла остановить даже широкая Десна. Не дожидаясь наведения переправы, танкисты, законопатив машины, пошли вброд. Механики-водители вели танки вслепую. Вода доходила до середины башен, но спустя несколько часов они были уже на другом берегу. Но Днепр так форсировать было невозможно. Пехота, используя подручные средства, переправилась и закрепилась на правом берегу реки. Южнее Киева, в районе города Великий Букрин, форсировали Днепр части 40-й и 3-й гвардейских танковых армий. Справка. Ширина реки под городом Великий Букрин составляла около 600 метров. Для временного моста, способного выдержать танки, нужно было забить почти 1000 свай. Под огнем артиллерии и авиации врага мост возвели за 10 дней. Тем временем немцы успели выстроить прочную оборону. Фронтальным ударом овладеть Киевом, расположенным на высоком берегу Днепра, было практически невозможно. Поэтому командующий Воронежским фронтом Ватутин принял решение разгромить фашистскую группировку 2 ударами с севера и с юга, наступая с Букринского и Лютежского плацдармов. На Букринском плацдарме главной ударной силой предстояло стать 3-й гвардейской танковой армии. С Лютежского наступал 5-й гвардейский танковый корпус. Весь октябрь войска Ватутина пытались пробиваться с плацдармов, но безуспешно. Приближалась зима, а линия фронта словно замерла на линии Днепра. Ватутин решил изменить план наступления и нанести мощный удар с одного плацдарма, используя все имеющиеся силы танковых соединений.